Два следа соболя друг возле дружки. Вот они соединяются и друг за дружкой идут. Один другого может гонит. Причем по старым следам идут. Вот они, старые следочки тут засыпанные уже. А тут капкан у меня. Мимо капкана прошли. Капкан разрушился один. Сейчас отспилил уже с бежек. Потом делается площадочка для капкана. Забивается гвоздь, на котором держится капкан и приманка. Гвозди бэушные, гнутые, кривые, всякие косые. Основание крыши. Теперь сама крыша. Я уже в прошлый раз тут ходил, собрал все эти бревешки, чтобы потом не искать. У нас бежек привязываем крепежную проволочку. Сначала ее закрепляем на сбежке. Сейчас капкан я заложу. Взвел капкан. Проволочку пропускаем над основанием под дужками. Таким вот макаром. И на один раз прихватываем. Все, чтобы потом, когда попадется, проволочка-то срывалась и падала вниз. Потом вешаем приманку. Все. Все готово. Приманка привязана. Крышу я поправил, чтобы она была как раз над капканом. Здесь вот даже не обязательно. Там пускай снег падает. Главное, чтобы над капканом была крыша. Ну и желательно над приманкой тоже. Чтобы ее не засыпало снегом. Она тогда будет меньше пахнуть, если снегом засыпет. Еще важно, чтобы расстояние от капкана до крыши было небольшое. Ну это с той целью, чтобы снегом не задувало, когда снег идет с ветром. Его больше задувает тогда. А когда небольшое расстояние, то над капканом крыша низко, тогда его меньше засыпает. Его всю зиму можно даже снег не убирать оттуда. Бывает, что немножко так задует его. Можно даже это дунул, все, снег слетел. Я тут путик пропиливаю. Вот там рюкзак оставил. Вот собаки лают. Лает, подошел с пилой. Кого они тут, белку лают, что ли? А там соболь сидит. Сидит себе тихонечко. Запрыгнул. Это вот второй соболь в этой стороне. Первого вот они случайно тоже наткнулись. Сейчас опять на этом же путике, все возле избушки. Присел чаю попить. Смотрю, пулька что-то бегает, наверх смотрит. Сейчас первый раз гавкнула. А я-то голову поднял, смотрю, он на листве.
белка сидит. Способ установки капкана под наклоненное дерево. Дерево наклонено, туда снег уже не попадает. Вот, и крышу не надо делать. Выгодная штука. Вот это дерево наклонено уже хрен его знает сколько. И никак не падает. Но оно живое. Пихта. Пихта живая. Соболек ходил, топтался. Возле капкана. Ловчий капкан. Сытый он сейчас, тепло. Ягода есть. Снега мало. Прислушивается что-то. Пулька. А вот она что прислушивается. Посмотрел, куда она смотрит. Там вон она. Белка сидит. Вон она. Отдыхают собаки. С избушки я выхожу. В комментариях вот меня писали на путиках, что я пилю там завалы вот эти. Пили это стаймя их ставь, чтобы снегом не засыпало. Потом можно их к избушке возить. А зачем мне возить? Вот я с избушки вышел. Вот она такая тут стоит. Потом раз, немного взгляд перевел. Вот. Сушняк. Вон там стоит листвяжная сушина. Без дров не останемся, короче. Ну а хан. Почему хана-то нет? Все, хана теперь у нас нет. Воспитание он не воспринимал должным образом. Но это полбеды бы еще было. Самое главное то, что у него нет азарта охотничьего. Не было, вернее, азарта. Вот сколько я наблюдал неделю за ним на охоте. Ну, я до этого-то его брал на охоту. Ну, там такой охоты не было. Вот к лосю он подходил там так с боязнью, когда он уже перестал там признаки жизни подавать. Тогда он только подошел осторожно. А сейчас вот собаки лают, допустим, глухаря, белку, соболя. И подходишь на лай, а его как будто и не было, он как будто специально избегает общества этих собак. Я сначала подумал, что может быть это, он с ними просто не хочет. А потом-то как-то выясняется, что просто у него нету азарта этого. Другая бы собака там, даже когда к добытой дичи, она бы подбежала там, если она шевелится, там, давай ее там хватать. А этот нет. И вообще как-то равнодушно он относится к этому. Относился. Ну нет, так нет, значит, не получилась собака. Это дело обычное. Для кого-то может дикое. А здесь для нас это обычное дело. Не пошла собака, как говорят, на осину. Белки ловятся. И все. Тепло стоит. Капканы забивают они.
белки, кедровки, кукши, следы погони. Собака вот, фарт бежит. Справа лось. Буквально вот только что он здесь был, фарт. И уже нету. Уже 970 метров до него. Километр. Он уже дальше машины. Мы вот буквально за 10 минут уже в километре за ним бежит. Шуганые они какие-то. Под собакой вообще не стоят. Он даже не лаял. Сразу полетел и все. Я вот сейчас посмотрю, после это, может, оленя гонит. Олени северные, это здесь тоже есть. А вот и Лёшка второго. Небольшой. Или матка, или телок уже такой. Вот он встал. Мы оттуда шли. Вот за 10 минут успел фарт убежать за лосем или двумя, за кило 300 в горельник. Уже в горельник зашел. Вот он, граница, это серая. Вот дорога ограничивает горельник. Вот они уже в горельнике, откуда мы только что приехали. Вот тут машина стоит на углу дороги. Вот здесь. Не стоят они ни хрена под собакой. Мчатся сразу, как угорелые. Фарт пробежал уже метров 200 назад. Догнал. Километраж у него сегодня получился хороший. Туда 2 с лишним по лосиному следу. Обратно 2 с лишним. Короче, он где-то километров 6 точно уже намотал. Все это в ускоренном темпе. Собаки разъединились. Вот сейчас пулька неизвестно, по какому следу пошла. Ну так далеко по белке она не могла уйти. Явно. Что-то она ушла вот сюда, вот красная. Фарт ушел походу за вторым лосем. Вот они разъединились. Как раз недалеко здесь вот. В этом месте я подошел уже обратно. Иду по путику. Подхожу опять к этому месту, где он ушел. Вот он ушел на север. В том месте. А вот второй лось, он сюда прошел и вот как раз ушел туда, вот где сейчас идет фарт. Так. 390 метров до фарта. 400. Подожду. Пошел по следу. Пулька где-то бросила след. Вернулась на путик. Вот опять она прибежала в то место. Лает. По соболю шла вот. Видимо, догнала. Вот и фарт подбежал тоже на это дело. Надо теперь разглядеть соболя на этой кедрушке.
С этой стороны неудобно. С той стороны я что-то не увидел ничего. Ладно, будем смотреть. Вон он сидит. Так, третий соболек сегодня. В общем, дело было как. Пулька в 300 метрах догнала соболя, кота, которого сейчас стрельнул. И молча сидела, она, видать, не слышала его. А он на дерево заскочил, на эту кедру, и сидел. Я вижу по треку, что она крутится на месте. Но я почему сюда и пошел. Когда я пошел, она уже бросила соболя и опять на путик подалась. Я уже отошел метров 100. Потом смотрю, она меня догоняет по следу, по моему. И вот здесь опять подхватил этот след, опять по следу. Дошли до места, а соболь так и сидел. Вот я еще удивился, думаю, коты, они обычно ушлые. Если чуть только собака в сторону, они на хода с дерева спрыгивают. А то и при собаках даже чувствуют, если собака не сможет их догнать, то они убегают. А тут прошло 5-10 минут, я подошел на это место, и соболь здесь сидел. Ну, молодой, наверное. Ну вот, ладно. Третьего соболя сегодня в котомку. Давайте, поехали. Поехали. Пуля. Прыг. Прыг. Молодец. Попрыгай. О, молодец, можешь же, если захочешь. Ну-ка, нельзя там. Видишь, какая мегера. Не пускает его. Первая запрыгнула, значит, это ее место. Все. Поезд отправляется. Провожатым просьба покинуть вагоны. Едем до избушки. Да? Собаки по тропе пробежали. Впереди намуштровано уже. Вот. Пулька уже у избушки. Фарт меня еще ожидает. Чуть-чуть впереди. Все уже все знают. Куда, что. На свороте к избушке остановились. Они уже знают, что к избушке сейчас пойдем. Бегут. Вот. Пулька обратно возвращается. Слышит, что никого сзади нету. Надо проверить. Сейчас вынесу поесть. Свой борщ у меня уже перекипел. Почему-то даже не замерзший был. 6 дней здесь не был. Он даже не замерз. Ну, тепло вот последние дни стояло. Он не успел промерзнуть, когда еще мороз еще один день держался после того, как я ушел. Собакам сейчас оттает. Кашей водой ее маленько залил, чтобы она прокипела, оттаяла. Дождались наконец-то борщичка, еще им человеческой пищи плеснул для запаха.